Всем привет! Совсем скоро мы должны получить достаточно интересные планшеты от компании Samsung, а именно 11-дюймовый Tab S8, 12,4-дюймовый Galaxy Tab S8 Plus и 14,6-дюймовый Tab S8 Ultra. Но также компания Samsung работает над смартфоном Galaxy A53. Он придет на смену легендарному Galaxy A52, который представили в этом году. Наверное, первое, что приходит в голову, это то, что смартфон Galaxy A53 выйдет еще не скоро. Но это не так. Дело в том, что новинка появилась в приложении для тестирования Geekbench. А это нам говорит о скором выходе данного смартфона. Также из данных тестирования известны практически все технические характеристики смартфона Samsung Galaxy A53. Итак, основные фишки его — это однокристальная система Exynos 12.2.0, 6,5-дюймовый AMOLED дисплей, 8 гигабайт оперативной памяти, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, 64-мегапиксельная основная камера, Android 12 из коробки, а также защита IP67 и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Samsung Galaxy A53 проходит тестирование с модельным номером SM-A536U. Результаты такие: 686 баллов в одноядерном тесте и 1874 балла при использовании всех ядер. Сразу хочется отметить, что это достаточно неплохой результат. Он почти такой же, как в смартфоне Oppo Reno 6. Там мы получили 729 баллов для одноядерного процессора и 2147 баллов для многоядерного. В Galaxy A53 используется однокристальная система Exynos 12.2.0. Процессор включает, конечно же, 8 ядер, 2 высокопроизводительных и есть 6 работающих на меньшей частоте. За графическую систему отвечает Mali G68. Совершенно точно компания выпустит несколько модификаций смартфона для разных рынков, железо в которых вполне может разниться, и речь не только про поддержку 5G сетей. Когда ждать презентацию? В первой половине 2022 года. Именно тогда компания представит потенциально хитовый Galaxy A53. Напоминаю, производство модели уже началось в Индии в начале этого месяца. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным, смартфон будет стоить $300. Конкурентов, скажу сразу, предостаточно. Давайте посмотрим их. Итак, как всегда, я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам. $300 это плюс-минус 22 тысячи. Давайте возьмем до 24 тысяч. И мы знаем, что в этой конфигурации смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти. 38 моделей. Это Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Poco X3 Pro, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Realme GT Master Edition, Poco X3 GT, OnePlus Nord SE 5G, Vivo V21e и так далее. Но, на мой взгляд, основной конкурент Galaxy A53, как ни странно, OnePlus Nord SE 5G на 128 гигабайт. Как вы видите, цена данного смартфона от 23 до 27 тысяч. Но что немаловажно, вы тут можете прочитать отзывы реальных покупателей и для себя решить, стоит ли вообще рассматривать данный смартфон к покупке. И если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении, вам обязательно ответят. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Также Geekbench подтверждает, что смартфон получит 8 гигабайт оперативной памяти и работает под управлением операционной системы Android 12 из коробки, что является большим плюсом. В этой системе компания Samsung добавила новые функции конфиденциальности и безопасности, которые дают пользователям больше контроля над своими правами, получаемыми приложениями, а все настройки и элементы управления теперь удобно организованы на новой панели управления. По слухам, смартфон будет оснащен 64-мегапиксельной камерой, а также селфи-камерой разрешением 32 мегапикселя. Аккумуляторная батарея будет иметь емкость 5000 мАч. Что немаловажно, мы получим корпус
который соответствует степени защиты IP67. А это означает, что смартфон может находиться под водой, однако глубина погружения не должна быть более 1 метра. Кроме этого, время, которое смартфон находится под водой, не должно превышать 30 минут. Вода при этом обязательно должна быть пресной. Как правило, при таких условиях воздействие водной среды не наносит вреда смартфону. Защищенным по стандарту IP67. Предположительно, смартфон получит 6,5-дюймовый дисплей, выполненный по технологии AMOLED, разрешением Full HD+, с частотой обновления изображения 120 Гц. Преимущество такого экрана — это способность отображать большую цветовую гамму на 32% больше физического предела жидкокристаллической матрицы Super IPS, а также полные углы обзора по вертикали и горизонтали, а именно 180 градусов, при абсолютном сохранении яркости, цветности и контрастности изображения и многое другое, что является большим плюсом. Как его предшественник Samsung Galaxy A53 5G будет оснащен встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Одной из самых больших проблем подэкранных сканеров является относительно небольшая область сканирования. Но это как кто привык. Ну что же, ребята, на мой взгляд, серия А у компании Samsung всегда была очень востребована. То есть в какой вы бы магазин ни пришли, вам всегда будут предлагать именно А-серию. Вам не будут предлагать S-серию, потому что S-серия стоит, ну, плюс-минус $700-800. А вот А-серию, пожалуйста, покупаем, $300, замечательный смартфон, все умеет и так далее. То есть вы должны понимать, что данный смартфон, конечно же, вам не может предложить максимум возможностей. То есть если вы ищете смартфон, который имеет супер-тупер камеру, какие-то суперские фишки и так далее, этот смартфон однозначно не для вас. Но если вам смартфон нужен, например, посидеть в интернете, поиграть в какие-то игры не на максимальных настройках, быстродействия, обновления, то этот смартфон, конечно же, вам подходит. То есть так и компания Samsung делает деньги. То есть данная компания производит А-серию и на данной серии зарабатывает основной свой капитал. Вы не думайте, что компания Samsung на S-серии зарабатывает какие-то бешеные деньги. Нет, там очень мало покупателей, их считанные люди, то есть если сравнивать с А-серией. Я надеюсь, всем понятно. А Galaxy A53 это народный смартфон, который может вам предоставить очень неплохие технические характеристики. Вы должны понимать, что Exynos уже процессор достаточно неплохой. То есть, действительно, раньше, если взять лет так 5 назад, да, уже, конечно же, дракон. Это вы должны понимать, потому что если сравнивать два смартфона на Exynos и на Snapdragon, конечно же, Snapdragon выиграет. Но разница будет, ну, плюс-минус 10%. Это небольшая разница, на которую нужно смотреть при покупке смартфона. Ждем презентацию Galaxy A53. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.